Вот все стоят у ворот, ждут. Вход украшает, ну это в деревне украшают такими надувными китайскими украшениями. Ну, конечно, природа хорошая, все горы тут. Ну и люди все на меня тут смотрят, потому что я, во-первых, с камерой, а во-вторых, я одна тут иностранка. И вот дети даже подбегают, руками машут. Ну вот сейчас покажу. Это ихний дом, где они живут. Этот желтый. Вот я сейчас зайду с главного входа. Покажу вам. Ну и даже если видите, шарики у них тоже с этими иероглифами. Си. Один означает для мужского пола, один для женского. Си. А вот у них свой магазин. Они тут и живут, и магазин свой открыли. Но сегодня столы праздничные поставили. Покажу вам один. Ну, тут еще и будет большой зал, тоже покажу. Ну, в общем, вот. Креветки. Крабы. Еще что-то, я даже не знаю, что это. Фисташки. Ну, это как холодные закуски. А вот это ж куриные лапы, они их едят. И фрукты. И в Китае всегда такой один набор на человека запакованный. Ну а потом поели и обратно сдали его помыть и обратно упакуют и возьмут. Ну и выпивка, конечно. Китайская водка. Тоже сиси, потому что это на свадьбу. Пиво китайское. Пиво китайское у них... сейчас я вам покажу. Всего, я не знаю, видно или нет, 2,5 градуса. Ну и спрайт, и вино. Вино, думаю, тоже китайское. А нет. Италия. И они все могут раздавать такие сигареты. И они всем раздают вот такие сигареты. И вот приготовили целую сумку. И всем будут раздавать сигареты. Это у них такие традиции. Иногда буду вам рассказывать, иногда просто снимать, потому что если будет шумно, вы, наверное, меня не услышите, так как я не взяла с собой микрофон. Ну и вот это означает фу на китайском, это значит благополучие, благосостояние, ну все очень хорошее. Тоже вешают на дверях в разные праздники, на Новый год и на свадьбу, на любой, в общем, праздник. Ну и тут днем, когда невесту приезжали, забирали, это был главный стол. Такие иероглифы вешаются, когда свадьба, сиси называется. На дверях вешают с одной стороны. И с другой стороны. Хада,谢谢. Вот захожу в дом. Ага. Миха. А вот жених с невестой сидит.
Все, и все идут уже на ужин. Вот люди все сюда идут, там есть большой зал. Вот он находится там. И мы тоже туда сейчас пойдем, я вам покажу. Покажу поваров, которые готовят. Они готовят на улице, все в больших кастрюлях. И когда свадьба в деревне, зазывают всю деревню, вообще всю. Это без исключения. Должны прийти все. Это у них традиции. Ну и вот люди, эти все повара здесь готовят для всех. Вот это повара тут для всех все готовят на улице. Конечно, не очень все антисанитарно, в больших кастрюлях. А потом стол вам сниму. Ну и все будут на меня тут смотреть. Думают, может, я какой-то журналист. Мясо готовят. В таких больших кастрюлях. А вот это ж лобстеры. На каждый стол по одному блюду. Параниха. Ну все, у них тут диковинка тут. А вот это ж макароны. Уже на полу. Ну вот так вот это в деревне так. И так готовят. Тут всем все равно на чистоту и все остальное. Это просто невозможно контролировать в Китае. Хоть они сейчас и развиваются, но на самом деле это только в больших городах. А в маленьких городах все по-старому. Ну и вот, там ближе, сейчас я покажу. Это, наверное, у них местный какой-то тут театр или я не знаю что. Дальше пойду, будет все шумно, говорить не буду. Просто буду показывать. И все, и там столы, сейчас туда мы пойдем, за одним столом человек 10 сидит всегда. Вот. Сейчас потом все поедят, ну и все, и можно домой. Как бы, и все. Докай. Ой, я деда, ты налипчига фанзо. Ой. Ой, я деда. Но мы, наверное, пойдем в другое место есть, потому что там вовнутрь, как я снимала в начале, потому что тут очень много людей. Ну и все начинают уже есть, потому что у них тут самое главное прийти поесть. А то, что невеста или жених, это как бы все равно. Ну и вот много-много столов. Там все сидят. Ну и вот официанты разносят еду, которую я вам только что показывала. 你住家里去吃啊。 好的,好的. Ну и если вы заметили, у них все тут в коммунистическом стиле, так вот. Плакаты висят, эти красные ленты с белыми надписями. Это видно у них такое, как театр, который государство контролирует и проводит собрания, тут сельсоветы и все остальное. И да, мы идем вовнутрь есть, потому что там очень много людей. И мы приехали, потому что Гевин с этой деревни,
Ну, он уже давно в городе живет, но родственнички что остались. Вот, и мы приехали сюда. Ну, поужинаем и все, и тоже поедем домой. У них не так свадьбы, как у нас. С самого утра до самого вечера все вместе гуляют. А вот еще хотела вам показать. Невеста и жених. Они всегда на свадьбах вот всегда развешивают плакаты перед. Они фотографируются перед ужином главным. И потом развешивают эти плакаты на входе. Ну тут только один, а вообще если в городе, тогда будет больше плакатов. Ну и, конечно, естественно, чем человек богаче, то так будет свадьба более роскошнее. Но в Китае тоже вот красные дорожки, эти украшения. Вот. Вот так вот. Ну и вот эта деревня, где они живут. Воздух хороший, чистый, живут в горах. Ну и вот здесь все дома. Они здесь живут. Вот. Так, все сейчас начинают усаживаться. И все спорят, кто первый сядет. Это как бы такой хороший тон. Гости должны садиться, но у каждого гостя тут есть свое наименование. Это кто-то дядя постарше, кто-то дядя помладше, кто-то младший брат. В общем, это все очень важно, потому они вот так вот спорят, кто как будет садиться. Вот так это всегда все происходит на каждых больших ужинах и собраниях. Ну а невеста с женихом уже присели. Все, вот раздавальщик сигарет пришел. Один стол по пачке. Все, раскрываем предметы. Водку налили. В таких стаканах пьют. Но его не за раз выпивают, а за очень много раз. Мясо начало. Так, и вот раздают подарки. Каждому по подарку. Это на всех китайских свадьбах. Вот. И все стоя в основном. Стоя, это значит уважение. 真的，没有这个酒席的话，我估计我们见面是不认识。是的，是啊，说谁不知道谁，对吧？我就是啊，办个酒席或者一个什么事情，就为了大家去，没错。彼此认识。哎，对。像这个年头啊，不认识的多了，亲戚啊什么，老表都不一定认识。没错。Ну и все своими палочками лезут в одну тарелку. Нету тут ложки, с которой можно насыпать. Все, они пошли с каждым выпить. Жених и невеста пошли выпить с каждым столом по рюмке. Будут обходить каждый стол. Все, мы обратно пришли в этот зал, и сейчас они будут обходить каждый стол. Сейчас я вам немного сниму. Это значит, как спасибо за то, что пришли на нашу свадьбу. Ну, они сначала сверху начинают. Поднимаются.
потому что есть главный стол, обычные столы. Начинают с самых главных всегда. Я тут, наверное, один только оператор, который все снимает. Ну и мы зайдем сюда, быстренько посмотрим. Все, вот весь стол встал. И пошли к следующему столу. Раздают сигареты. Вот жених с невестой, там вы видите. И все встали. Так, happy wedding. И вот так вот они обходят каждый стол. Ну все, дальше снимать не буду, потому что будут обходить каждый стол. Я думаю, это уже незачем. Ну и вот все сидят, кушают, выпивают. Но я вот уже вышла оттуда вам. Все. Вот повара еще трудятся. Кастрюли работают. Приносят баллоны специально. Все готовится на углях. Все, рассыпают все по тарелкам и разносят. Я пришла снять вам то, что происходит через час. Вы видите, уже много людей выходит. У каждого в руках по подарку, красные пакеты. И, как вы видите, там уже очень мало людей. Я вам сниму. Людей становится все меньше и меньше. Все просто собрались как бы на ужин. Тут больше готовятся, чем проходит сам ужин. Уже много столов пустых, как видите, людей мало. Ну и мы тоже сейчас скоро закончим и поедем домой. Ну и все, и теперь ужинают повара. Они на улице. Все уже уходят. Обратите, что каждый держит в руках красные пакеты. Это вот эти подарки. На каждой свадьбе их дарят. На каждой свадьбе их дарят каждому, кто приходит. Ну, как знак благодарности, что пришли. Ну, а гости дарят деньги в красных конвертах. Я не засняла красный конверт наш, который мы привезли. Но в следующий раз, это не последняя свадьба, когда мы пойдем. Когда будет свадьба в городе, я вам тоже сниму одно видео.